прошлом видео мы обсуждали мировой рейтинг пианистов за 2024 год. Сегодня же представлю рейтинг величайших пианистов всех времен и народов, обновленный 3 января 2025 года, в котором проголосовало более 300 тысяч человек. О сайте и важности его рейтингов я говорила в прошлом видео. Начнем с конца списка. Все 126 мест заслуживают внимания, но я перечислю лишь нескольких, начиная со 126 до 10 места, а уже с 10 места всех до 1 включительно. 126 место – Василис Цабропулос, греческий пианист и дирижер, известный своими выступлениями в Европе, почетный президент греческого общества Рахманинова и главный дирижер симфонического оркестра Афин. 123 место – Николай Капустин, советский композитор и джазовый пианист. Капустин был одним из последних учеников Гальденвезера. Его творчество сочетает в себе элементы академической и джазовой традиции. Среди произведений Капустина 6 концертов для фортепиано с оркестром, концертная рапсодия, 20 фортепианных сонат, фортепианный квинтет, этюды и миниатюры. Особое место в его творчестве занимают 24 прелюдии и фуги, масштабное сочинение, оригинально трактующее классическую форму и решающее фундаментальную задачу сопряжения контрапункта с джазовой гармонией. 118 место – Сон Йорым, также известная как Йоль Юм Сон, южнокорейская классическая пианистка. Помимо наград на конкурсе Вана Клиберна и международном конкурсе имени Чайковского, в ее активе успешные выступления на международном конкурсе пианистов Артура Рубинштейна в Израиле, международном музыкальном конкурсе имени Виоти в Италии и международном конкурсе пианистов в Этлингене. 117 место – Дэйв Брубек, американский джазовый пианист, создатель одного из самых известных джазовых произведений «Take Five», руководитель квартета Дэйва Брубека и в целом один из ведущих представителей стиля cool jazz. 115 место – Мария Жуан Пиреш, португальская пианистка, прославившаяся исполнением Шуберта и Шопена. 112 место – Татьяна Николаева, советская пианистка, мастер интерпретации Баха. В 1950 году она выиграла главный приз международного конкурса имени Баха, посвященного 200-летию со дня смерти композитора. Членом жюри этого конкурса был на то время Дмитрий Дмитриевич Шестакович. В дальнейшем пианистка стала первым исполнителем его 24 прелюдий и фуг. С тех пор композитора и пианистку связывала глубокая пожизненная дружба. О Татьяне Николаеве я снимала отдельное видео, ссылку оставлю в описании и прикреплю где-нибудь, чтобы вы смогли найти. 101 место – Джордж Гершвин, американский композитор и пианист-новатор. Гершвин – композитор, который стер границы между классикой и джазом. Его музыка – это Нью-Йорк в звуках. Энергичный, страстный, полный ритмов жизни. Его рапсодия в стиле блюз и опера «Порги и бес» – доказательство, что гениальность рождается на стыке жанров. О нем я также снимала видео, ссылку прикреплю в описании. На 97-й строчке звезда современности, пианист из Китая Ланг Ланг. Его харизма и техника сделали его одним из самых узнаваемых пианистов десятых годов 21 века. Ланг Ланг провозгласил своей миссией популяризировать классическую музыку в мире, сделав особый акцент на обучение детей и юных музыкантов. На 80-м месте Фазыл Сай, турецкий композитор и пианист. В репертуаре Сая-пианиста важное место занимает произведения Баха и Моцарта, которые могут в концертной программе сочетаться с его собственными сочинениями. На 74-м месте Скотт Джоплин, автор 44 рэгтаймов. Джоплин писал не только рэгтаймы, но и оперы, хотя его попытки выйти за пределы рэгтайм-формы не принесли ему финансового успеха. Признание он получил лишь после смерти. При жизни его музыка воспринималась афроамериканской общиной как слишком белая, а белыми, напротив, как слишком черная, не отвечавшая классическим канонам. Интерес к творчеству Джоплина возродился только к 70-м годам XX века. На 63-м месте Иосиф Гофман, американский пианист и композитор польского происхождения. Репертуар пианиста был огромным, но не универсальным. Он ограничивался, по сути, наследием первой половины XIX века, от Бетховена до Листа.
Наиболее часто Гофман включал в свои программы сочинения Шопена и играл их, особенно вальсы, мазурки, но с таким совершенством, перед которым умолкала всякая критика. Однако он почти никогда не исполнял музыку современных ему композиторов. Исключением не стал даже третий фортепианный концерт Сергея Рахманинова, посвященный Гофману, творчество которого сам Рахманинов очень ценил. Также Гофман был одним из первых в истории музыкантов, записавших свое исполнение на фонограф, однако в дальнейшем он крайне редко записывался в студии. На 62-м месте Даниэль Баренбойм, один из самых известных и востребованных музыкантов нашего времени. Он обладатель всех возможных наград и почетных званий, среди которых одних только Грэмми 6 штук. А также он человек, чей личный и профессиональный авторитет настолько высок, что его влияние давно уже вышло за рамки музыки и культуры. Еврейский пианист и дирижер, который родился в Аргентине. В Аргентину из России предки Даниэля Баренбойма перебрались, спасаясь от еврейских погромов начала XX века. Родители были пианистами. Они и стали учителями маленького Даниэля. Других педагогов по фортепиано у Баренбойма никогда не было. В его репертуар входят композиторы от Баха до Булеза. Активно концертируя как пианист и дирижер, выступая с лекциями по всему миру и отстаивая идеи взаимопонимания и толерантности, Баренбойм собрал множество наград от разных стран. Поднимаемся выше. На 61-м месте мы видим Клару Шуман, уникальную фигуру, которая объединила композиторский и исполнительский талант. Ее супруг Роберт Шуман, кстати, занимает 80-е место, и это идеальный повод переслушать их произведения. О них я также снимала, ссылочки прикреплю в описании. Чуть выше, на 56-м месте, Ферруччо Бузони, итальянский пианист и композитор, о котором я также снимала видео. На 55-м месте Ван Юцзя, блистательная пианистка из Китая, известная своей техникой и интерпретацией современных композиторов. Ван Юцзя – воплощение современного пианизма, яркая, экспрессивная, с глубоким чувством музыки. Ее игра завораживает, а эффектные наряды на сцене подчеркивают ее харизму и делают каждое ее выступление настоящим событием. На 52-м месте Аркадий Володось, российский пианист, который поражает своей интеллектуальной глубиной и уникальным подходом к произведениям. Особенностью его карьеры является невероятно глубокая связь с инструментом и уникальный подход к звуку. Он тщательно подбирает рояли для своих выступлений, добиваясь идеального тембра и звучания. На 48-м месте Петр Ильич Чайковский, русский композитор, чьи произведения, такие как «Времена года» и «Первый концерт для фортепиано с оркестром», стали неотъемлемой частью классического репертуара. Его талант к мелодии и эмоциональной глубине продолжает вдохновлять пианистов по всему миру. Страсть, драма и нежность, раскрывающие глубины человеческой души. Плейлист о Чайковском я также оставлю в описании. На 47-м месте Мицуко Учида, японская пианистка, одна из самых выдающихся пианисток современности. Она прославилась своими проникновенными интерпретациями произведений Моцарта, Бетховена и Шуберта. Долгая и впечатляющая карьера Учиды, ее страсть к искусству и постоянное стремление к совершенству делают ее ярким примером истинного мастерства. На 46-м месте Даниил Трифонов, современная звезда классической музыки. Его глубокая эмоциональность сделала его одним из самых востребованных пианистов нашего времени. Его игра – это магия. Каждая нота дышит драмой, лирикой и невероятной выразительностью. 44 место – Ван Клайберн, известный в России как Ван Клиберн, который вошел в историю как победитель первого международного конкурса имени Чайковского в Москве. Его триумф в 1958 году стал символом музыкальной дипломатии, а исполнение концертов русских композиторов принесло мировую славу и стало олицетворением культурного единства. Об этом событии я снимала отдельное видео, ссылку вы найдете в описании. На 42-м месте Оскар Питерсон, канадский джазовый пианист и композитор, который выпустил более 200 записей, получил 8 премий Грэмми и провел более 60 лет на сцене, играя концерты по всему миру. Его виртуозность и вклад в джаз
сделали его одним из величайших пианистов всех времен. И, кстати, джазовые этюды Питерсона стали во всем мире частью начального музыкального образования. Белла Барток – венгерский композитор, пианист и музыковед-фольклорист. Признан классиком музыки XX века, при том, что Барток не примкнул ни к одному из модных авангардистских течений своего времени, например, к додекафонии или микрохроматике. Он остается одним из наиболее глубоких новаторов XX века. Барток работал практически во всех актуальных для его времени музыкальных жанрах, но значительную часть творческого наследия Бартока составляет все-таки фортепианная музыка, которая полна эмоций, ритмической энергии и уникальных гармоний, оставаясь источником вдохновения для пианистов. 35 место – Сергей Прокофьев, советский композитор и пианист. Сергей Сергеевич был не только выдающимся композитором, но и сам блестящим пианистом, чья исполнительская манера оставила значительный след в истории музыкального искусства. Его пианизм отличался мощью и оригинальностью, что отмечали как современники, так и последующие поколения музыкантов. Прокофьев обладал безупречной техникой и глубоким пониманием музыки, что делало его исполнение уникальным и незабываемым. Его вклад в развитие пианистического искусства остается значительным и по сей день. 34 место – Антон Рубинштейн. Антон Григорьевич был выдающимся русским пианистом, композитором, педагогом, сыгравшим ключевую роль в развитии российской музыкальной культуры. Его виртуозная техника и глубокое музыкальное понимание сделали его одним из самых влиятельных музыкантов своего времени. 22 место. Михаил Плетнев. Российский пианист, дирижер и композитор. Его игра отличается смелыми трактовками. Особенно известен он как исполнитель произведений Чайковского и Рахманинова. Плетнев проживает за границей уже более 25 лет, преимущественно в Швейцарии, и продолжает свою музыкальную деятельность, создавая новые проекты, но уже за пределами России, как и многие другие музыканты, которые открыто высказались против российского фашизма. 16 место – Эмиль Гилельс. Один из титанов классической музыки. Советский пианист, родом из Одессы. Гилельс покорил мир своим необычайно широким репертуаром, который охватывал фортепианные произведения от эпохи барокко до музыки XX века. Особое значение в его творчестве имели произведения Бетховена. Пианист неоднократно исполнял и записывал все фортепианные концерты композитора, но не успел завершить работу по записи всех его фортепианных сонат. Особыми достижениями музыканта были интерпретация виртуозных сочинений Листа, сочинений Сен-Санса, Дебюсси, Равеля, Чайковского, Рахманинова, Скрябина, Шостаковича. Отдельное видео о его обучении я также прикреплю в описании. 14 место – Евгений Кисин. Выдающийся пианист, известный своим виртуозным мастерством и проникновенной интерпретацией произведений романтической эпохи. Кисин – один из самых харизматичных исполнителей, чьи концерты собирают полные залы. Кисин покинул Россию в 1991 году после распада СССР и с тех пор проживает за рубежом. С самого начала российского вторжения в Украину в 2022 году Кисин активно выступал против войны и в поддержку Украины. Он участвовал в благотворительных концертах в Европе и Америке, сборы от которых были переданы в помощь украинцам. В своих интервью Кисин осуждает агрессию России, сравнивая действия Владимира Путина с действиями Гитлера и подчеркивает необходимость останавливать таких силой. В 2024 году Министерство юстиции России внесло Евгения Кисина в список иностранных агентов, обвинив его в переводе денег вооруженным силам Украины и распространении недостоверной информации о решениях российских властей в иностранных СМИ. Евгений Кисин – один из выдающихся современных пианистов, признанный за его технику и эмоциональную глубину. Его игра часто характеризуется невероятной скоростью, точностью и безупречным контролем над звуком. Кисин имеет репутацию музыканта, который может передать как самые тонкие нюансы, так и самые мощные. Его стиль игры отличается сочетанием высокой виртуозности с глубоким музыкальным осмыслением.
Его особенность заключается в способности адаптировать свою игру в зависимости от стиля произведения, будь то классический концерт или более современный репертуар. Например, в исполнении его партии в концерте Рахманинова Кисин демонстрирует выразительные и поистине магические моменты, в которых каждая нота звучит как часть большого и глубокого высказывания. Отзывы о его выступлениях часто подчеркивают его невероятную способность к технической и эмоциональной отдаче. Он не просто играет музыку, он создает неповторимую атмосферу, вовлекая слушателей в каждый момент его исполнения. 12 место – Владимир Горовиц. Один из самых легендарных пианистов XX века, чья игра оставила неизгладимый след в истории музыки. Он был известен своей исключительной техникой, потрясающим контролем над звуком и редким умением сочетать виртуозность с эмоциональной глубиной. Горовиц обладал способностью превращать каждую пьесу в произведение искусства, которое несет в себе как внешний блеск, так и внутреннюю напряженность. Его техническая виртуозность была практически безупречна, что позволяло ему исполнять самые сложные произведения с поразительной легкостью и ясностью. Однако важнейшей чертой его игры была способность сочетать этот виртуозный подход с тонким музыкальным вкусом. Его интерпретации произведений, особенно романтической музыки, отличались величественностью и драматизмом, но в то же время они сохраняли необычайную прозрачность и интеллектуальную строгость. Например, в исполнении произведений Шопена Горовиц проявлял удивительное сочетание техничности и интимной лиричности. Критики часто отмечали, что его игра не просто была выдающейся, она была всепоглощающей. Как написал рецензент из The Guardian, Горовиц обладал даром преобразования звука, превращая каждую ноту в театральное событие. 11 место – Григорий Соколов. Советский пианист, который выделяется своей преданностью искусству. В 1966 году 16-летний ленинградский девятиклассник Григорий Соколов сенсационно стал победителем 3-го международного конкурса имени Чайковского, но с тех пор он не принимал участия ни в каких конкурсах и считает это необязательным для музыканта. Соколов дает около 80 концертов в год, меняя программу дважды в год, но записывается он крайне редко, предпочитает записи с концертов студийным. Соколов не выступает в Москве с 1998 года, подавляющее большинство его сольных концертов проходит в Европе. В 2022 году он стал гражданином Испании. Итак, вы дождались 10 величайших пианистов всех времен и народов. И открывает его 10 место Вильгельм Кемпф, знаменитый своими поэтичными интерпретациями произведений Бетховена и Шумана, немецкий пианист и композитор, который заслуженно считается одним из выдающихся пианистов своего времени. Кемпф записывался в течение 60 лет, и до сих пор не потеряли свое значение его записи, где звучит музыка Бетховена, Шумана, Брамса, Шуберта, Моцарта, Баха, Листа, Шопена. Именно Кемпф впервые осуществил полную запись сонат Шуберта и тем самым способствовал их популярности. 9 место – Артур Рубинштейн, польско-американский пианист и музыкально-общественный деятель еврейского происхождения, один из самых харизматичных и любимых пианистов в истории. Его гениальные интерпретации, особенно произведения Шопена, покоряют сердца аудитории десятилетиями. Рубинштейн сочетал виртуозность с глубокой музыкальностью, оставив неизгладимый след в мире классической музыки. Творческое наследие Рубинштейна огромно. В его репертуар входили сочинения от Баха до композиторов первой половины XX века. Однако наибольшую известность ему принесло исполнение музыки эпохи романтизма, в частности Шопена, одним из лучших исполнителей произведений которого многие музыканты до сих пор считают именно Рубинштейна. 8 место – Глен Гульд. Это имя, перевернувшее представление о классической фортепианной музыке. Его интерпретации Баха, полные интеллектуальной глубины и уникального стиля игры, подарили миру новый взгляд на музыкальное наследие. Канадский пианист, органист и композитор Глен Гульд всегда был новатором, вдохновляя музыкантов своим нетривиальным подходом
и широтой творческого видения. Отдельное видео о нем также есть на канале, ссылку я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. 7 место – Святослав Рихтер. Святослав Теофилович – это легенда 20 века, советский пианист, родом из Житомира. Его выступления поражали проникновенностью, будь то музыка Прокофьева, Шуберта или Рахманинова. Его гений стал эталоном для музыкантов всего мира. Он же был первым советским номинантом на премию Грэмми. Необычайно широкий репертуар пианиста охватывал сочинения от музыки барокко до композиторов 20 века. Нередко же он исполнял целые циклы произведений. Заметное место в его творчестве занимали сочинения Гайдна, Шуберта, Шопена, Шумана, Листа и Прокофьева. Исполнение отличалось техническим совершенством, глубоким индивидуальным подходом к произведению и, что очень важно, чувством времени и стиля. Во время исполнения по его требованию на сцене была полная темнота и лишь ноты, стоящие на пюпитре фортепиано, которые освещались лампой. По мнению пианиста, это давало публике возможность сконцентрироваться на музыке, не отвлекаясь на второстепенные моменты. Я также снимала у Рихтера, ссылку прикреплю. 6 место – Марта Аргерич. Энергия, смелость и мастерство. 3 слова, которые описывают пианистку. Ее виртуозные выступления и глубокое погружение в музыку сделали ее одной из самых почитаемых пианисток современности. Ее карьера стремительно взлетела после победы на международном конкурсе имени Шопена в Варшаве в 1965 году. Особенность ее игры – это невероятная техническая виртуозность, яркая эмоциональность и способность раскрывать глубокий драматизм произведений. Марта Аргерич также активно поддерживает молодых музыкантов, участвует в камерных ансамблях и организует музыкальные фестивали. Ее харизма, ее творческая свобода и неповторимый стиль сделали ее иконой классической музыки. 5 место – Вольфганг Амадей Моцарт. Моцарт был не просто композитором, но и настоящим музыкальным гением. В отличие от многих композиторов XVIII века, Моцарт не просто работал во всех музыкальных формах своего времени, но и добился в них огромного успеха. Многие из его сочинений признаны шедеврами симфонической, концертной, камерной, оперной и хоровой музыки. Биография Моцарта, в особенности его образ жизни и обстоятельства его ранней смерти, веками являются предметом многочисленных спекуляций, споров, которые в свою очередь дали почву для появления различных художественных вымыслов и расхожих мифов. Камерно-инструментальное творчество Моцарта представлено разнообразными ансамблями и, конечно же, произведениями для фортепиано. Моцарт также в свое время отказался от клавесина и клавикорда, обладающих по сравнению с фортепиано более слабым звуком. Фортепианная манера Моцарта отличается элегантностью, отчетливостью, тщательной отделкой мелодии и аккомпанемента. Его фортепианные концерты в свое время задали новый стандарт для этого жанра, вдохновляя музыкантов своей сложностью и красотой. Его наследие живо и сегодня, пробуждая любовь к музыке у миллионов слушателей. Приближаемся к тройке, но пока 4 место – Людвиг ван Бетховен, немецкий композитор, ключевая фигура классической музыки в период между классицизмом и романтизмом. Один из наиболее исполняемых композиторов в мире. Бетховен не просто писал музыку, он создавал миры. Фортепианное творчество Бетховена – это революция в музыке. Его 32 сонаты отразили борьбу, страсть и триумф человеческого духа, превратив фортепиано в инструмент глубокого самовыражения. И нашу тройку открывает Сергей Рахманинов, самый русский композитор. В этой краткой характеристике выражены как объективные качества стиля Рахманинова, так и место его наследия в исторической перспективе мировой музыки. Тема «Россия и ее судьба» нашла в творчестве Рахманинова законченное воплощение. Современники описывают его ослепительную, лавинную игру, ошеломляющую громадами металлических звуковых кубов
и мощных аккордов. В рахманиновском культе ритма было одно из гениальнейших предвосхищений ритмически обостренного стиля музыки XX века. Ритмическая культура пианиста, запечатлевшаяся в его сочинениях, оказывает огромное влияние на пианистический стиль многих и современных школ. Не случайно Генрих Густавович Нейгаус любил говорить: «Библия музыканта начинается словами «в начале был ритм». Второе место – Ференц Лист. Венгеро-немецкий пианист, виртуоз, педагог, дирижер и композитор. Король фортепианной виртуозности. Его произведения бросают вызов возможностям инструмента и музыканта, раскрывая бескрайние горизонты музыкального мастерства. Его выступления становились событиями, а вклад в развитие фортепианной игры остается бессмертным наследием. Ференц Лист – отец современного пианизма, сама природа создала его пианистом. Фортепиано было его вторым «я», его языком, его жизнью. Листа называли царем виртуозов, Паганини фортепиано. Так в одном из писем он указывал, что цель его, цитирую, «приобщить дух пианиста-исполнителя к оркестровым эффектам и в ограниченных пределах фортепиано сделать чувствительными разнообразные инструментальные звуковые эффекты и оттенки». Практически в своем творчестве он осуществил это, насытив фортепианные произведения тембрами и мелодическим складом то медных, то деревянно-духовых инструментов, то скрипок, то виолончелей, то колоколов, то колокольчиков. С 1839 по 1847 год, период, известный как «Дни славы Листа», Ференц дал более 1000 концертов по всей Европе, получая беспрецедентные похвалы и награды, а также восхищение публики. Как раз он и создал современный фортепианный концерт с точки зрения репертуара, места проведения и стиля исполнения. Он также был первым, кто вообще использовал выражение «сольный концерт». Лист был в его время эквивалентом современного поп-идола, всегда окруженный фанатами и последователями. Когда он играл, фанаты и фанатки штурмовали сцену, осаждали концертные площадки и даже теряли сознание. Концерты Листа были четко спланированы и продуманы до мельчайших деталей. Он выступал на крупнейших концертных площадках своего времени. Лист всегда путешествовал со свитой и 2 концертными роялями. Манера его выступления была уникальной. Он любил играть на нескольких инструментах, переходя к ним по очереди в ходе концерта. Листомания закончилась в 1848 году после 9 лет беспокойных концертных туров. В 36 лет Лист устал от славы и утомился бесконечными путешествиями. Своему любимому инструменту фортепиано он посвятил более 500 произведений. Итак, наконец-то первое место – Фредерик Шопен, польский композитор и пианист, который сделал фортепиано голосом души. Каждый пианист, касающийся его произведения, погружается в мир тончайших эмоций и вдохновляющей сложности. Он один из ведущих представителей западноевропейского музыкального романтизма. Он основоположник Польской национальной композиторской школы. Шопен является автором многочисленных произведений для фортепиано. Он написал 2 фортепианных концерта, 3 сонаты, 4 баллады, 60 мазурок, 16 полонезов, 17 вальсов, 27 этюдов. Шопен отличался выдержанностью и замкнутостью. Многие знаменитые артисты и литераторы того времени преклонялись перед ним. Например, такие как Ференц Лист, Роберт Шуман, Феликс Мендельсон, Джакомо Мейербер, Гектор Берлиоз, Генрих Гейне и многие другие. Шопен также сталкивался и с профессиональной оппозицией своему творчеству. В отличие от Листа, который в основном трактовал фортепиано как инструмент, способный воспроизвести грандиозное звучание оркестра, Шопен разрабатывал возможности, свойственные лишь фортепианным тембрам. Его произведения уникальны благодаря особой манере игры, включая использование педалей, легато и разнообразных оттенков звука.
Шопен уникален тем, что умел создавать музыку, требующую от исполнителя не только технического мастерства, но и особой интуиции и тонкости интерпретации. Этот рейтинг демонстрирует разнообразие талантов, подходов и эпох, которые формируют мир фортепианной музыки. От виртуозных новаторов до глубоких лириков. В любом случае, каждый из этих пианистов оставил свой уникальный след в истории. Эти мастера вдохновляют миллионы слушателей и музыкантов по всему миру, напоминая нам, что искусство фортепианной игры – это бесконечное путешествие, где техника, страсть и душа объединяются, создавая вечную магию. Какие места вы считаете самыми заслуженными? Кто для вас номер один, несмотря ни на что? Напишите в комментариях. Если вам интересны истории отдельных пианистов, дайте знать. Ставьте лайк, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои видео. Всем пока!